Что есть наше сознание? В каком мире мы живем и как, собственно, он возник? Эти вопросы интересуют людей с древних времен. Давайте с вами проведем мысленный эксперимент. Мы будем по очереди отключать наши основные чувства. Отключаем зрение. Темнота. Ничего не видим. Отключаем слух. Ничего не слышим. Отключим осязание. Ничего не ощущаем пальцами. Отключаем обоняние. Исчезли все запахи. Отключаем чувствительность всех остальных органов. Пропало ощущение собственного тела. Что остается в результате? Мысли. Но откуда у вас возьмутся мысли, если вы ничего не видели, не слышали, не ощущали вообще ничего? О чем будет вспоминать ваш мозг? Какую информацию он будет обрабатывать? Никакую. То есть наше сознание – это субъективное отражение поступившей от органов чувств информации. Лишь восприняв какую-то информацию, наш мозг начинает ее обрабатывать в виде мыслей, рассуждений, принятия определенных решений и выстраивает для себя определенную картину мира. Но если отключить все сигналы поступления информации, и она к вам раньше не поступала, то вы фактически не существуете. По сути, вы мертвы, поскольку никакой информации о мире вы не имеете. То есть осознанная жизнь продолжается до тех пор, пока к нам поступает хоть какая-то информация. Можно представить, как некий червь, живущий в темноте, ничего не слышащий и ничего не видящий, тянется к свету и к еде. Но отключите ему эти чувства, и червь становится пустотой, полным нулем. Поэтому мы есть то, какую информацию мы получили с помощью наших органов чувств, и как ее воспринял и переработал наш мозг. Лишь что-либо получив, наш мозг пытается осмыслить информацию, вспоминать ее или перерабатывать ее ночью в виде снов. Те традиции, те моральные принципы, те идеи, которые мы впитали с детства, в зависимости от эпохи и места нашего рождения, все мысли, которые вы позже слышали от других людей, также бытующие в определенной местности представления об устройстве мира, все это в совокупности составляет наше сознание. Нам кажется, что наша личность уникальна, но на самом деле это не так. Мы такие, а не иные именно потому, что родились в определенном месте и восприняли типичную для этого места информацию. То есть твоя личность – это отражение мира, в котором ты существуешь, воспринятое органами чувств и переработанное мозгом. Если изменится наше окружение, то изменится наше представление о мире и изменится наше личностное «я», то есть наше сознание. Причем наше сознание всецело зависит от особенностей тех органов чувств, которыми мы обладаем. Потому что наши органы чувств воспринимают далеко не всю информацию об окружающем мире. Ведь другие животные видят, слышат и чувствуют запахи совершенно в другом диапазоне частот, поэтому воспринимают мир совершенно иначе, чем мы. Люди напоминают биороботов, зависящих от характера поступающих в них информации. Даже о своем собственном теле мы не будем иметь ни малейшего представления, если не увидели его, не прощупали, не определили его размеры и форму. Мы – отражение поступившей в нас информации. Когда изменяется эта информация, то изменяется и наше «я». Например, когда в средние века детей христиан воспитывали в мусульманских странах, то из них получались люди, ненавидящие христиан. То есть личность человека – это итог заложенной в него информации. Именно это определяет идеи и убеждения человека. А нам ошибочно кажется, что мы сами выбираем свое мировоззрение. Так кто есть «я»? Это осмысленное мозгом субъективное отражение всей совокупности информации, которую мы получили, и ничего больше. Измени свое окружение и, соответственно, входящую в тебя информацию, и изменится твое представление о себе, о мире, изменится твоя личность. Вот что такое наше сознание. Получается, что сознание в большей степени зависит не от врожденных качеств человека, а от поступающей в его мозг информации. Нам кажется, что это мы самостоятельно принимаем решения. Однако они появляются лишь на основе воспринятой нами информации, ранее осевшей в нашем мозгу. Мы как бы запрограммированы этой информацией на определенные действия. Но поскольку от своих органов чувств мы получаем далеко не всю информацию об окружающем мире, а лишь его дозированную часть, зависящую от свойств восприятия нашего тела и мозга, и того, какие картины наш мозг из этого выстраивает, то мы имеем весьма иллюзорное представление о мире и о себе. И вот представьте, что человек умер. У него отключились все органы чувств. Человек даже не знает, что происходит с его телом.
Если после смерти существует душа человека или какая-то энергетическая субстанция, то о своем существовании она тоже не знает, пока не получит определенную информацию, поступившую из каких-то каналов. То есть для того, чтобы какой-то субъект себя осознавал, производил какие-то мыслительные процессы, нужно, чтобы этот субъект поступала информация. Человек, по сути, есть биологический компьютер, который все решения принимает в результате переработки входящих в него данных. Как человек судит о мире, помимо имеющихся у него органов чувств? Ученые производят определенные опыты и эксперименты, и на их основе выстраивают упрощенную математическую модель мира в виде физических и других формул, устанавливают якобы незыблемые законы природы. Но каким мир есть на самом деле, ученые до сих пор до конца не знают. Узнавая о мире все больше и больше, проникая в микромир и в просторы необъятной Вселенной, они выдвигают все новые и новые теории. То есть предполагают, что мир может быть таким или эдаким. Но новые теории не совсем стыковываются с предыдущими. И чем больше о мире мы узнаем, тем больше возникает загадок. И тем больше иллюзий появляется, что мир можно когда-либо познать. Теперь возвратимся к началу нашего разговора. Если отключить все органы чувств, то получим черное безмолвие без запаха и вкуса. Фактически пустоту, или другими словами ничто, ноль информации. Тут нужно сказать, что поступающие в наш мозг сигналы он с помощью заложенных в него алгоритмов раскрашивает в видимые нами цвета, оформляет в слышимые нами звуки и воспринимаемые нами запахи, вкусы и так далее. Существуют ли в природе такие цвета, звуки, запахи, вкусы на самом деле? Нет, не существует. Это лишь продукт восприятия сигналов, образующихся в человеческом мозгу или в мозгу другого живого существа. Наш мозг выстраивает такую картину мира, чтобы мы хорошо ориентировались в пространстве, питались, плодились и размножались, воспитывали потомство и так далее. А реальный мир бесцветен, беззвучен, он не имеет ни тепла, ни холода. Тепло или холод воспринимают только мы и другие животные. То есть воспринимаемый нами мир есть не что иное, как иллюзия. И эта иллюзия существует лишь в воображении тех, кто имеет возможность перерабатывать таким способом полученную информацию. То есть наш иллюзорный мир существует тогда, когда существует определенный наблюдатель с определенными свойствами тела и мозга. Таким образом, весь наблюдаемый нами окружающий мир есть не что иное, как сформированный мозгом иллюзорный образ. А каков же мир на самом деле? Это лишенное цветов, звуков и запахов темное безмолвие. Выходит, что видимый мир нереален, он лишь иллюзорное отражение поступающих в органы чувств сигналов, которые мозг переработал в нормально воспринимаемые нами интересные для нас картинки. То есть из некоторой неопределенности наш мозг выстраивает воображаемую картину видимого нами мира, наполненную образами предметов и других существ. Образами домов, деревьев, людей, животных и так далее. Получается, что видимый и слышимый мир нереален. А если хочешь узнать что-то о настоящем мире, то отключи все органы чувств. Итак, мы подошли к тому, что мир представляет собой какую-то обезличенную неопределенность. И что осознаваемая людьми жизнь на самом деле есть иллюзия, чем-то похожая на весьма продвинутую долгую компьютерную игру. Получается, что существующее воображение живых существ жизнь иллюзорна. И эта жизнь с помощью своих тоже иллюзорных средств, характерных для определенного этапа развития общества, пытается познать саму себя. В результате все наши знания о мире в большущей степени тоже становятся иллюзорными. Существующий в нашем воображении мир имеется лишь тогда, когда его наблюдает живой субъект, способный своим мозгом преобразовать определенные сигналы. С исчезновением такого наблюдателя исчезает и этот воображаемый мир. То есть безликая неопределенность преображается в воображаемый мир тогда, когда ее наблюдает субъект, наделенный определенными органами чувств и мозгом для трансформации сигналов, приемлемые для сознания образа. Теперь допустим, что какое-то первоначальное существо, наделенное сознанием, умеет воспринимать сигналы из безликой неопределенности, другими словами, из пустоты, и начинает в своем воображении выстраивать видимый мир из этой кажущейся пустоты. Дальше оно наполняет этот мир образами, которые выстраиваются в его сознании, образами планет, предметов, других существ. Чем не прообраз библейского Бога или какого-то другого божественного существа. То есть я создал мир из ничего в своем сознании или в воображении
и населил этот мир иллюзорными образами, созданными моим сознанием, образами, созданными из кажущейся пустоты, и заселил этот мир людьми, созданными по своему образу и подобию, то есть существами, которые способны воспринимать мир в таком же виде, как воспринимает его этот виртуальный создатель. И далее он каким-то способом информирует созданных им существ, то есть людей, о своем акте творения, для того, чтобы они не задавали лишних вопросов и чтобы у них сформировалась определенная картина мироздания. Но все же возникает вопрос, как появился мир? Допустим, что каждая частица материи, кроме своих физических свойств, имеет некую информативную составляющую, всегда ей присущую и проявляющуюся в определенных ситуациях. Причем дальнейшее преобразование этих частиц имеет бесконечно большое количество вариантов. И вот в определенный момент некий субъект посылает свои информативные сигналы, которые заставляют эти частицы взаимодействовать друг с другом, выстраивая более сложные структуры из простых, вплоть до появления органических веществ. Органическая материя развивается согласно направленному в пространство информационному замыслу этим субъектом, и, наконец, возникает разумное существо, способное развиваться. Далее это существо пытается познать мир и самого себя. Но так как оно судит о мире лишь по своим ощущениям, то имеет искаженное представление и о мире, и о себе. Как вам такая теория? По-моему, она имеет право на существование.